Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и, конечно же, гости канала. Зовут меня Женя, и вы на моем канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на практически любые вопросы. Есть инструменты, при помощи которых вы можете улучшить все сферы своей жизни. Сейчас я выпускаю их меньше, но их такое количество на канале, что каждый из вас может выбрать именно то, что подходит вам. Заходите в плейлист «Измени свою жизнь к лучшему сейчас», и там по темам вы увидите. И всегда говорю, начинайте с избавления. Избавления от страхов, избавления от негатива. А уже дальше, очищенные, вы уже накладываете что-то другое. Сегодня, как и каждый месяц, давайте посмотрим, чем же удивит нас июль. Середина лета, для многих это и время отпусков. Ну, хотя именно живя в Канаде, не всегда отпуска летом. В основном отпуска летом это те, у кого маленькие дети ходят в школу или в садик. И, соответственно, у детей каникулы, и, конечно, родители пытаются вывести куда-то детей на каникулы. Ну что, давайте вы сосредоточитесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, улыбнитесь. Улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной. Ну что, смотрим, чем же удивит нас июль. Июль удивит нас тайнами, июль удивит нас какими-то не совсем... Давайте так, вот я скажу по нескольким сферам жизни, ну даже не по сферам жизни. Вот тут я хочу, первое, что придет у меня информация, июль удивит вас погодой. И неважно, где вы находитесь, будут происходить такие, вещи с погодой, которых мы летом не ожидаем. Это первое, что я вижу. Дальше. В июле будет очень много вещей, которые вам надо будет узнать, которые вы не совсем будете понимать. Да, для вас это будет удивительно, потому что вы привыкли все сразу и вчера, и, соответственно, все будет брать немножко больше времени, а иногда и намного больше времени, для того, чтобы найти все неизвестные и решить уравнения. Ну, все сводится к решению уравнений. Но не всегда уравнения бывают математические. Давайте посмотрим, чем же еще удивит нас июль. Из-за того, что мы не всегда сможем найти все неизвестные для уравнений, нам будет нелегко, для нас будет сюрпризом и удивлением, что планы, которые мы будем себе строить в июле, не совсем будут, реальны к воплощению именно в июле. Никто не говорит не строить планы. Планы строить хорошо всегда. Но когда мы подходим к воплощению планов, у нас получается, что не всегда есть все ресурсы для того, чтобы действовать и для того, чтобы план пришел в жизнь. Тут получается, что не спешить, потому что если будете спешить, будете делать поспешные выводы, очень часто ваши решения не будут соответствовать тому, что действительно надо делать. Это именно если вы будете спешить. Поэтому планы строить надо, но старайтесь не спешить. И тогда будете удивляться по-хорошему. Давайте еще посмотрим, чем же удивит
еще удивит вас именно событиями, которые будут происходить у вас с родными, близкими и с семьей. Вот тут я хочу сказать, что некоторые, видимо, планируют, вот то, что я и говорила, планируете отпуск, планируете встречи, но для того, чтобы эти встречи прошли вот именно в то время и там, где вы хотите, вам надо собирать информацию. И не откладывать на последний момент сбор информации и планирование. Откладывание на последний момент может поставить под угрозу отпуск, встречу, и тут, соответственно, это уже расстройство. Еще, особенно если человек работает где-то, на кого-то у вас определенное время на отпуск, и для того, чтобы все вот у вас пазлики сошлись, вам надо делать все заранее и не спеша. Смотрим еще. Ну, а тут я действительно опять говорю, действие, еще раз действие, не спешить, но двигаться, действовать, искать информацию. Вот здесь я это вижу. Смотреть, что правильно, что неправильно. Кстати, для тех, у кого проблемы со здоровьем, кто-то из ваших родных и близких может посоветовать хорошего врача, и тут опять идет, для того, чтобы к этому врачу попасть, требуется время. Поэтому тут речь не о спешке идет, а речь идет о том, чтобы контакт есть, надо связаться, надо сделать аппоинтмент и действительно ожидать уже аппоинтмента, но опять же не нервничая. Тут еще по 8 жезлов это действуя с нервами. Вот так вот, если говорить коротко по этой карте, это действие с нервами, а это абсолютно вам не надо. Тут надо не действовать с нервами, а лучше приостановиться, собрать информацию, а потом уже действовать спокойно. Давайте еще одну карту мы посмотрим. И хочу вам сказать, что действительно нервничать, раздражаться, переживать нет смысла. Все равно в течение месяца все вырулит, все повернется в вашу сторону, и вы будете довольны. Поэтому вот эти все сюрпризы, удивления, да, потому что все произойдет, у вас определенное движение ваших планов, а происходить оно будет не с той стороны, с которой вы ожидали. Но все равно еще чем удивит вас июль, удивит вас именно успокоением. И для тех, кто все сделает правильно, вот вам вода, вот вам отпуск, вот вам море, река, озеро, это уже у каждого из вас что-то свое.